Привет, мои хорошие! С вами Ольга и канал Рукодельное счастье. Сегодня я хочу предложить вам связать вот такой очень красивый узор. Посмотрите, какой он красивый. Этот узор можно использовать как для палантинов, для туник, для топов, для парео, для всего того, что придумает ваша фантазия. Он очень красивый. Здесь, как вы видите, он меня связан, этот узор, пряжей из мохера. Посмотрите, какой он воздушный. Очень красивый узор. Вяжется он легко и просто. Мы вместе с вами с легкостью его свяжем. Будьте просто внимательны. Если вам нужна схема, то ссылка на схему будет внизу в инфобоксе. Пройдите под видео, нажмите на кнопочку «Еще», и вы увидите ссылочку, перейдя по которой вы попадете прямо на схему. Скопируйте схему для себя и вяжите в удовольствие. Для вязания узора я набрала 31 воздушную петлю. И теперь мы приступаем вязать первый ряд узора. Напомню еще раз, что раппорт узора составляет 10 петель. Вяжем первый ряд. Вяжем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. 3 воздушные петли подъема. Далее мы делаем накид и в пятую петлю от начала, от крючка, мы провязываем с вами столбик с одним накидом. Считаем 1, 2, 3, 4. Вот наша пятая петля. Вот она. И мы провязываем столбик с одним накидом. Далее мы набираем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Вновь мы делаем накид. И на нашей цепочке мы отсчитываем 3 воздушные петли. Мы их пропускаем. И в четвертую 1, 2, 3, 4. И в четвертую петлю мы с вами провязываем 3 столбика с одним накидом. Делаем мы первый столбик, провязали, затем туда же мы провязываем второй столбик с одним накидом, и вновь туда же мы провязываем третий столбик с одним накидом. Провязали. Вновь набираем 3 воздушные петли. Делаем накид. И вновь мы пропускаем 3 воздушные петли. Вот у нас 1, 2, 3. И провязываем в последующие 3 петли на нашей цепочке. Мы провязываем 3 столбика с одним накидом, но с общей вершиной. Как мы это делаем? Так, 1, 2, 3. Провязываем. Провязываем первый столбик. Мы провязали только накид. Петля у нас на крючке остается. Дальше мы не провязываем. Вновь мы делаем накид. И в следующую петлю мы точно так же провязываем только накид. Мы не довязываем столбик до конца. Вторая. И в третью петлю мы делаем точно так же. Мы провязываем накид. И вот теперь у нас на крючке 4 петли, и мы их провязываем все вместе.
провязали. Мы провязали с вами 3 столбика с накидом с общей вершиной. Далее мы вновь провязываем 3 воздушные петли. Делаем накид. И вновь мы пропускаем на цепочке 3 петли. 1, 2, 3. И в 4-ю петлю мы с вами вновь провязываем. В одну петлю мы провязываем сразу 3 столбика с одним накидом. И в 4-ю, как я уже сказала, мы провязываем 3 столбика с одним накидом. 1 столбик, 2 столбик и 3 столбик. Провязали. Далее мы вновь набираем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Вновь пропускаем на цепочке 3 воздушные петли. Пропускаем. И 4-ю, 5-ю, 6-ю мы будем провязывать 3 столбика с накидом с общей вершиной. 1, 2, 3 мы пропускаем. И в 4-ю мы провязываем 1 столбик. Так, делаю накид. 1 столбик. Мы захватываем рабочую нить и провязываем только накид. Петля на крючке остается. Вновь делаем накид. В следующую петлю мы также захватываем рабочую нить, вытягиваем и провязываем только накид. У нас 3 петли на крючке. И в следующую мы точно так же с вами захватываем рабочую нить, вытягиваем, провязываем только накид. У нас получается с вами 4 петли на крючке. И вот теперь мы провязываем все 4 петли на крючке. Мы связали 3 столбика с общей вершиной. Далее вновь 3 воздушные петли. Накид. Вновь пропускаем 3 петли. 1, 2, 3. И в 4-ю петельку. И в 4-ю петельку мы вновь провязываем 3 столбика с одним накидом. Первый столбик провязали. 2 столбик провязали. И 3 столбик с одним накидом мы провязали. Вот мы провязали 3 столбика с одним накидом в одну петельку. Далее также набираем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Делаем накид. Точно так же мы пропускаем 3 воздушные петли на цепочке. 1, 2, 3. И вот предпоследняя и последняя петельки мы провязываем 2 столбика с накидом с общей вершиной. Точно так же, как мы провязывали 3 столбика с накидом с общей вершиной. Вначале мы провязываем 1 столбик. Как я уже говорила, мы провязываем только накид. Провязали. И затем мы провязываем в последнюю петельку. Точно так же мы провязываем только накид. И вот у нас 3 петли на крючке. И теперь мы провязываем все 3 петли на крючке. Все. Мы с вами провязали первый ряд узора. Далее мы разворачиваем с вами работу и набираем 5 воздушных петель подъема
и 3 воздушные петли узора. Значит, мы набираем 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Это у нас как воздушные петли подъема идут. И 3 петли мы набираем по узору. Набрали. Делаем накид. И там, где у нас идет комбинация из 3 столбиков с одним накидом в одну петельку, мы столбик в столбик провязываем столбики с одним накидом. Значит, мы должны провязать 3 столбика с одним накидом. Провязываем первый столбик с одним накидом. Провязали. Затем мы провязываем второй столбик с одним накидом и провязываем третий столбик с одним накидом. Вот так у нас получается. Далее мы набираем с вами 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Набрали. Далее мы пропускаем вот эту комбинацию предыдущего ряда. Там, где мы провязывали 3 столбика с накидом с общей вершины, мы пропускаем и переходим вот к этой комбинации, как и здесь. Мы провязываем столбики с одним накидом в каждый столбик предыдущего ряда. Провязываем в первый столбик столбик с одним накидом. Затем делаем накид провязываем во второй столбик столбик с одним накидом. И затем мы провязываем в последний столбик предыдущего ряда. Точно так же мы провязываем столбик с одним накидом. Провязали. Далее мы набираем вновь 7 воздушных петель и провязываем вновь комбинацию. Вот эту комбинацию мы пропускаем. И в следующую мы вновь провязываем столбик с одним накидом в каждый столбик предыдущего ряда. Провязали. Затем мы делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И делаем 3 накида на крючок. 1, 2, 3. И провязываем с вами столбик с 3 накидами в третью верхнюю воздушную петлю подъема. Мы ее находим здесь и провязываем в нее столбик с 3 накидами. Вначале мы провязываем первый накид, затем мы провязываем второй накид, третий накид, и затем мы провязываем 2 оставшиеся петли на крючке. Вяжем с вами следующий ряд. Переворачиваем нашу работу и набираем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Делаем накид. И туда же мы провязываем столбик с одним накидом. Провязали. Далее мы
провязываем 3 воздушные петли, делаем накид. И там, где мы с вами провязывали по 3 столбика с одним накидом в предыдущем ряду, мы будем провязывать 3 столбика с одним накидом, но с общей вершины, точно так же, как мы провязывали в первом ряду. Значит, мы делаем накид, продеваем крючок сквозь первую петельку первого столбика, захватываем рабочую нить, вытягиваем, провязываем накид, петля остается на крючке. Вновь мы делаем накид, крючок продеваем сквозь вторую петельку, вытягиваем рабочую нить, провязываем накид. У нас 3 петли. Вновь мы делаем накид и продеваем крючок сквозь петельку третьего столбика предыдущего ряда, проделе, захватываем рабочую нить, вытягиваем, провязываем накид. У нас остается 4 петли на крючке. И теперь мы провязываем все 4 петли на крючке. Провязали. Вот у нас получается какой узор. Далее делаем 3 воздушные петли. Делаем накид. На цепочке из 7 воздушных петель, что мы провязывали в предыдущем ряду, мы находим центральную. По счету это будет 4-я петля. 4-я петелька. И в нее мы продеваем крючок и провязываем 3 столбика с одним накидом. Первый столбик. Туда же мы провязываем второй столбик. И в эту же петельку мы вновь провязываем 3-й столбик. Мы с вами провязали 3 столбика с одним накидом. Далее мы вновь с вами делаем 3 воздушные петли, накид. И в следующую комбинацию мы провязываем 3 столбика с накидом с общей вершины, как делали в начале. Продеваем крючок в первую петельку. Вначале мы провязываем накид. У нас петля остается на крючке. Вновь делаем накид, провязываем во вторую петлю. Вновь накид и провязываем 3-ю петлю. Вот, и у нас остается на крючке 4 петли. И теперь мы провязываем их все вместе. Вот мы связали с вами вторую такую комбинацию по узору. Далее мы вновь с вами провязываем 3 воздушные петли. Провязали. Делаем накид. И вновь мы на цепочке из 7 петель находим 4-ю петлю. И в нее мы провязываем 3 столбика с одним накидом. Вот она, 4-я. Мы провязываем 3 столбика с одним накидом. Провязываем 1 столбик, затем мы провязываем второй столбик и третий столбик.
провязали. Вновь мы с вами набираем 3 воздушные петли. И вновь мы провязываем 3 столбика предыдущего ряда. Мы провязываем 3 столбика с одним накидом, но с общей вершиной. Провязываем первый, второй, и третий. У нас 4 петли, мы провязываем их все вместе. Далее мы набираем 3 воздушные петли, делаем накид. Мы с вами находим 5-ю верхнюю воздушную петлю подъема. У меня она вот. И в нее мы провязываем 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Наш очередной ряд готов. Вот что у нас с вами получается. Далее мы перевернули работу и вяжем следующий ряд. Мы набираем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Делаем накид. И провязываем столбик с одним накидом в следующий столбик, который идет по узору. Провязываем столбик с одним накидом. Провязали. Далее мы вновь набираем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Набрали. И точно так же, как во втором ряду, мы пропускаем комбинацию, где у нас провязаны столбики, 3 столбика с накидом с общей вершины, мы их пропускаем и вяжем столбики с накидом, столбики вот здесь, где мы из одной петли мы вывязывали 3 столбика с одним накидом. Здесь мы провязываем 3 столбика с одним накидом. Провязываем первый столбик, накид, провязываем второй столбик, накид делаем и провязываем третий столбик. Вот так. Далее мы вновь набираем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вновь мы с вами пропускаем 3 столбика с накидом с общей вершины. Мы пропускаем их и провязываем 3 столбика с накидом в каждый столбик предыдущего ряда. Делаем накид и провязываем столбики с одним накидом. Провязали с вами первый столбик, затем провязываем столбик с одним накидом следующий, еще накид, провязываем столбик с одним накидом. Провязали. Вновь мы с вами
провязываем 7 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7. И провязываем с вами. Вот у нас в конце столбик с одним накидом и цепочка из 3 воздушных петель подъема. Мы провязываем столбик с одним накидом в предпоследний столбик и провязываем столбик с одним накидом в третью верхнюю воздушную петлю подъема. То есть мы провязываем с вами 2 столбика с одним накидом. Провязываем с вами первый столбик с одним накидом и в третью верхнюю воздушную петлю подъема мы также провязываем столбик с одним накидом. Мы завершили ряд. Вот что у нас получается. И далее мы будем наши ряды просто повторять. Мы развернем нашу работу. Разворачиваем работу. Набираем 3 воздушные петли подъема. Делаем накид и провязываем. Провязываем столбик с накидом в следующий столбик. Вот так провязали. Далее мы набираем 3 воздушные петли и там, где у нас цепочка из 7 воздушных петель, мы находим 4-ю воздушную петельку, и в нее мы провязываем с вами 3 столбика с одним накидом. Вот моя 4-я, и в нее провязываем 3 столбика с одним накидом. Провязали. Сейчас попробую вам объяснить. Сейчас мы вяжем ряд, где мы начинаем наш узор. Смотрите, вот мы провязываем, вот наш идет узор. Вот здесь, в середине нашей цепочки из 7 воздушных петель, мы начинаем наш узор. Вот мы провязываем 3 столбика с одним накидом в 4-ю петельку, да? А в следующий, вот что у нас идет по узору, мы завершаем узор. Вот предыдущий ряд, который мы с вами провязывали, мы провязывали середину узора. Мы с вами провязывали середину узора вот этого и набирали 7 воздушных петель для начала следующего. Поэтому сейчас мы набираем 3 воздушные петли, и вот эти 3 столбика, вот этих 3 столбика, которые у нас идут по узору, мы в них провязываем 3 столбика с накидом, но с общей вершиной, точно так же, как мы провязывали вот здесь. Набираем 3 воздушные петли, делаем накид, и, как я уже говорила, мы с вами вот в этих 3 столбика мы провязываем 3 столбика с накидом, но с общей вершиной. Значит, мы продеваем крючок и провязываем только накид. У нас остается петля на крючке. Далее накид, провязываем следующую. Точно так же мы провязываем только накид. У нас 3 петли на крючке. И в 3-й столбик. Так. И в 3-й столбик мы точно так же мы провязываем с вами
накид. У нас остается 4 петли на крючке. И вот теперь мы провязываем все 4 петли на крючке. Далее мы вновь делаем 3 воздушные петли, накид. И, как я уже говорила, мы находим 4-ю петельку и начинаем наш узор. Мы провязываем в 4-ю петельку, мы провязываем 3 столбика с одним накидом. Вот наша 4-я. Вы можете для более удобства, да, повернуть работу, и вот с этой стороны вам будет более удобно увидеть петли. Вот. Можете развернуть и посчитать. Вот 1, 2, 3, и вот наша 4-я. Нет, я немножко ошиблась. 1, 2, 3, и вот наша 4-я. Вот. Вот она. И сюда мы провязываем 3 столбика с одним накидом. В этом узоре просто самое главное понять суть. Набрали 3 воздушные петли, делаем накид и провязываем 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. Первый столбик, затем провязываем второй столбик, делаем накид и затем провязываем третий столбик с общей вершиной. Вот у нас 3 столбика с одним накидом, но общей вершиной. Далее мы вновь набираем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И вновь цепочку из 7 воздушных петель, 4-ю мы провязываем с вами 3 столбика с одним накидом. Первый столбик. Туда же мы провязываем второй столбик с одним накидом и третий столбик с одним накидом. Сделали. Далее 3 воздушные петли, накид, и в последние 2 столбика мы также провяжем 2 столбика с одним накидом с общей вершиной. У нас получается предпоследний это столбик с одним накидом. Мы провязываем накид, у нас 2 петли на крючке, делаем накид и в 3-ю верхнюю воздушную петлю подъема мы провязываем также. Провязываем накид. У нас 3 петли на крючке, и мы их все вместе провязываем. Мы завершили этот ряд. Разворачиваем нашу работу. И сейчас смотрите внимательно. Для того, чтобы лучше было понять, когда же начинать ряд, нам нужно ряд из 8 воздушных петель. Вот как мы здесь набирали, да, в начале у нас было 5 воздушных петель подъема, 3 петли узора. Далее у нас идут 3 воздушные петли, столбик с накидом, да, если у нас там ряд заканчивается, то у нас получается 2 столбика с накидом, да. Смотрите, вот это у нас половинка
вот этого узора. Вот эта половинка. И вот теперь вначале мы открыли, как говорится, начали узор, потом продолжили, затем завершили. И вот сейчас именно вот в этом ряду, когда мы провязываем, когда у нас получается ряд завершается, где мы провязываем 2 столбика с накидом с общей вершиной, да? Значит, именно сейчас мы набираем в начале 5 воздушных петель подъема, 3 петли на узор. Провяжем 1, 2, 3, 4, 5. Это у нас петли подъема. И 3 воздушные петли у нас идут на узор. Мы делаем накид, мы продолжаем узор. Значит, мы в первый столбик провязываем столбик с одним накидом. Делаем накид, провязываем во второй столбик. Мы также провязываем столбик с накидом. Вновь накид. И в третий мы точно так же провязываем столбик с накидом. Смотрим на наш узор. Мы видим, что у нас здесь узор завершенный, да? Значит, мы должны провязать 7 воздушных петель. Сделать такую большую арочку. Потом в следующем ряду, который будет следовать именно за этим, вы уже будете в 4-ю петлю провязывать вот как вот здесь в начале, да? Значит, мы вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязали 7 воздушных петель. Пропускаем вот этот момент и переходим сразу же провязывать столбики с одним накидом, продолжая наш узор, который мы начали в предыдущем ряду. Мы провязываем столбик с одним накидом в столбик предыдущего ряда. Два. 3. Далее, как вы видите, мы вновь будем провязывать 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязали. И опять мы вновь провязываем столбики с одним накидом. Так. Первый столбик, второй столбик и третий столбик. Затем мы делаем 3 воздушные петли. И вам просто нужно запомнить, что если вы начинаете ряд вот с этой большой арочки, 5 воздушных петель подъема, 3 петли узора, 8 петель, где вы будете набирать в самом начале, то этот ряд у вас всегда будет заканчиваться 3 воздушные петли и столбик с 3 накидами. Мы делаем 3 накида на крючок. И прикрепляемся с вами. Вот она, эта петелька. Провязываем первый накид, второй накид, затем третий накид и 2 оставшиеся петли на крючке. Вот так мы прикрепились. Все. Как вы видите, у нас уже начал вырисовываться наш узор. Вот такой узор у нас получается.
Я желаю вам легких и ровных петелек. С вами была Ольга и канал «Рукодельное счастье».